Здравствуйте, меня зовут Дарья, на своем канале я рассказываю о своих лошадях, о моей работе с моими лошадьми, обо всем, что связано с лошадьми. И сегодня у нас кино, продолжение рассказа о стабунивании двух косяков, плюс еще у нас один дополнительный косячок детей. То есть сейчас на пастбище у нас 3 косяка находится лошадей. И сегодня мы пришли к ним, чтобы посмотреть, как обстоят дела на данный момент. А на данный момент, как я и предполагала, одна из кобыл, которые ходят с приехавшим к нам мерином, 3 кобылы с ним приехали, и жеребенок. Вот одна из этих кобыл вчера пришла в охоту, и она отошла от косяка мерина и примкнула к косяку жеребца. Вот сейчас как раз они проходят мимо, идет жеребец, за ним идет кобыла прихоть, за ней идет Ляля, вот они как-то уже подружились, вот эти 2 кобылы, то есть наша достаточно доминантная кобыла Лаванда и Прихоть. И Прихоть, как мы видим, сейчас находится в косяке жеребца. За ними идут жеребята годовики, а дальше кобылы, которые приехали к нам во главе с мерином. Ну и часть табуна, точнее часть косяка жеребца, вот в частности кобыла Жасмин, она очень хорошо знает лошадей, которые приехали с мерином, потому что она жила в этом табуне, и когда те приехали, она с ними первая пошла общаться. Ну, а это вот идут уже последние дети. Сейчас мы переместимся туда, куда ушли кони, и немножко за ними понаблюдаем, что у нас там происходит. И посмотрим, как складываются на данный момент взаимоотношения. Как мы наблюдаем сейчас, вот эти косяки перемешиваются, они объединились в один табун. И жеребец спокойно относится к присутствию мерина, и его кобыл, он уже смирился с тем, что на его территории находятся новые лошади, и он не агрессивен абсолютно к ним. И вот сейчас мы как раз наблюдаем эту картину, когда косяк мерина, он там за вот крупными кобылами рыжими находится совсем буквально в 10 метрах от жеребца, и тот ничего ему не говорит, точнее, не говорит мерину. Ну, и мы сейчас понаблюдаем, как здесь что происходит, как лошади перемещаются в этом пространстве, и попробуем немножечко разобраться в их взаимоотношениях на данный момент. Мы видим, что жеребенок спокойно спит между 2 косяками. Это говорит о том, что ей довольно комфортно и вокруг спокойно. Нет никаких агрессивных моментов между лошадьми, потому что если бы были какие-то потасовки, беготня и драки, то, конечно же, ребенок не лежал бы так спокойно и вальяжно, и не валялся бы вот здесь вот так вот между лошадьми, которые недавно приехали, и теми, которые составляют ее семью. Ну вот сейчас одна из кобыл жеребца пошла общаться с кобылой, которая вчера ушла из косяка мерина в косяк жеребца, потому что она пришла в охоту, и мы видим, что кобылы подружились. Лялька чешет вот прихоть, и прихоть согласна, то есть у них тут такая образовывается дружба, что интересно, потому что вот как бы лялька, она такая достаточно доминантная кобыла и ни с кем особо, кроме своей сестры, не дружит в табуне. Но смотрю, у нее какие-то дружеские отношения завязываются с прихотью, и это как бы говорит о том, что прихоть, скорее всего, войдет в табун, вот в косяк жеребца, уйдет от мерина совсем. Сейчас она курсирует между косяком жеребца и косяком мерина. Вчера такие были небольшие разборки между мерином и жеребцом. Мерин был возмущен тому, что кобыла его ушла.
Они визжали, махались ногами. Мерин пытался табунить свою кобылу обратно и других кобыл тоже. Но под вечер, смотрю, все устаканилось. Мерин смирился с данностью вот такой. Ну, кобыла, смотрю, вернулась к Мерину, но все равно находится между косяком жеребца и косяком Мерина. Смотрю, сегодня жеребец ее не кроет. Это говорит о том, что либо она покрылась вчера, либо она еще не совсем пришла в охоту. Но мне кажется, что, скорее всего, она покрылась. Потому что как только кобыла покроется, она зачастую, тем более это матка, она давала уже ни одного жеребенка, а она начнет отбивать жеребца, и, собственно, яркая охота заканчивается. И сейчас она особых признаков такой яркой охоты не показывает, и жеребец возле нее не ходит. Он отошел к своим кобылам, а она все-таки находится так ближе к лошадям жеребца. Также, смотрю, жеребята прошлого года постепенно вливаются в косяк жеребца и образовывать начинают такой полный табун без конфликтов и без каких-то без борьбы за лидерство, за доминантность. То есть все признали, что жеребец здесь главный, и смирились с этим, и конфликты у нас прекратились. Жеребец перестал гонять молодняк. Молодняк ни на что не претендует. Тут жеребчики, 2 жеребчика молодых. Он их немножко гонял, и гонял кобылок молодых. Ну, сейчас вроде бы все спокойно, и вот они тут у нас ходят все вместе. Ну, еще немножко понаблюдаем, что у нас происходит в группах лошадей. Мы видим, на данный момент Мерин со своими кобылами находится, в общем-то, на территории косяка жеребца, я бы сказала, даже в его середине, и жеребец при этом не возражает совершенно, то есть он не гонит этих лошадей в сторону, как это было в самом начале. Ну, правда, сейчас вот проходил жеребчик молодой, и Мерин сделал такое лицо, говорит: отойди от моих девушек. Вот. Но жеребчик так и пошел, куда шел, не конфликтуя и ничего не возражая. То есть, основываясь на этом наблюдении, мы, в общем-то, утверждаемся, наверное, в том, что если лошади, которые имеют взаимоотношения и взаимодействие в табуне не конфликтны, то есть они не претендуют на какие-то доминантные моменты, они не спорят с главным в этом как бы коллективе, в этом социуме лошадином особью, да, ну, в данном случае это жеребец, та особь, которая может давать потомство, то есть в табуне как бы жеребец является главным, и он охраняет границы табуна, он сохраняет его целостность, он приумножает табун, то есть его главная обязанность – это воспроизводство и защита, и сохранение табуна. И если вновь пришедшие лошади согласны с его мнением и с его правилами, то жеребец их принимает в табун, в свой косяк. И чем это выгодно для пришедших лошадей? Если их мало, и они вливаются в этот косяк или в этот табун, да, для них повышается их защищенность. То есть чем больше лошадей в табуне, тем вероятность выживания каждой особи выше, ну, в случае каких-то опасностей извне. Поэтому все лошади стараются как можно в более плотные такие структуры слиться и соединиться в большие табуны, чтобы повысить выживаемость себя, каждой отдельно взятой особи и своего потомства.
Почему жеребец обычно главный в табуне? Потому что задача каждой особи произвести на свет потомство и его сохранить. Поэтому заложено в подсознании, наверное, каждой лошади, в ее инстинктах, ну, в инстинктах любого животного, найти себе пару для воспроизводства. Что, собственно, вот лошади в данном случае и делают. В табуне сейчас 2 мерина, 2 жеребчика, годовичка, несколько жеребят. На данный момент 5 жеребят этого года и достаточное количество кобыл. И 1 жеребец. Жеребец взрослый, ну, как, не то что взрослый, молодой, но способный давать потомство. Вот такая у нас общность на данный момент сформировалась на пастбище, и это говорит о том, что жеребец хорош как косячник, он не провоцирует конфликты, он не провоцирует травматизм, он не гоняет молодняк и вновь пришедших лошадей, кобыл. То есть мы с уверенностью можем сказать, что в этом табуне, вот в этом социуме, где такой умный и мудрый жеребец, воспроизводство будет высоким, зажеребляемость будет достаточно высокая, потому что отсутствуют конфликты и стрессовость у кобыл. И жизнеспособность данного табуна тоже достаточно высока, потому что все особи находятся вместе, они не разбредаются, не расползаются, как говорится, эти компашки по пастбищу, и жеребец держит весь табун вместе. Это очень хороший показатель качества косячника. Ну вот, собственно, об этом мы сегодня хотели поговорить. Я хотела понаблюдать за тем, как произошло у нас привыкание и стабунивание вот этих компаний лошадей. Я хотела утвердиться в своем мнении, что все-таки данный косячник неплох, и он достоин, в общем-то, быть косячником долгие годы и водить табун. Ну и немножечко мы понаблюдали за поведением лошадей на пастбище, в табуне, и посмотрели, все ли у нас хорошо, все ли у нас здорово, и как вообще все это дело происходит. Ну что, на этом мы сегодня заканчиваем наш экскурс в жизнь лошадей. Всего хорошего, смотрите наш канал, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока!